Я приветствую всех, кто зашел на мой ютубовский канал Ан-71 Рус. 2014 год, весна, пришла пора обрезки деревьев. Вот в данном видеоролике я могу с вами поделиться о том, какие бывают секаторы, и в частности, какие вот на основе, по крайней мере на этом примере, можно сделать выбор. В данном случае представлены. Так, сейчас подъеду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 секаторов. Так, надеюсь, все видно. 6 секаторов. 2 из них с храповым механизмом. 2 еще советских времен, конца советских времен, как, может быть даже и постарше. Вот. И 2 еще таких простеньких, уже нынешних времен. Ну, естественно, с храповым механизмом это тоже нынешний. Вот. Ну и еще один такой, это как бы представленный экземпляр, это для резки труб полипропилена. Итак, вот 2 секатора, подойду поближе, чтобы показать. 2 секатора с храповым механизмом. Ну, по крайней мере, данный вариант это мой. Я лично выбирал, еще особо им не работал, так немножко попробовал. Чем удобно эта модель, ну вообще это фирма Гринда сделана, производитель. Вот эта часть как бы у некоторых секаторов называется эфес, как у сабли. Но чем удобно у этого эфес, так, солнце, вот здесь вот видите перемычка, палец. То есть легко можно вот так сделать и одним движением снова в руке. То есть, например, работаешь, руки свободны, пальцы свободны. Нужно откусить раз и готово. Вот. Без вот этой штуки, без подпальца, такого уже не будет. Вот данный, так, это вот я у соседа взял Центроинструмент секатор, Россия производитель. А Гринда это, по-моему, Китай. Вот. Похоже очень модель на предыдущую. Единственное, здесь как бы вот здесь вот такие эти зазубринки. Ну, они пустые, они так, ничего толку особо не дает. Вот. Ну и фиксатор, несколько другой рукояток. И плюс еще что. Нету вот под пальца вот этого перемычки. То есть, оп, и он уже так не получается. Конечно, несущественно, но все-таки, если можно сделать с этим, с перемычкой, это гораздо удобнее. Вот. Ну тоже кусается легко. Вот, возьмем. Ну это потом откушу. Дальше. Советских времен. 2 секатора. Здесь, так, надеюсь, видно. Здесь имеются выемки такие волнистые. На мой взгляд, их не нужно совсем. Почему? Потому что здесь нету плотного, вот в начале вот этих изгибов, нету плотного прилегания к ножу. К ножу нет, вот в другой половине ножа нету. И, соответственно, появляется зазор. А в секаторе, наоборот, лучше, чтобы этого зазорчика как бы не было. Когда уже тут внизу зазубрены, вот это изгиба, тут, конечно, плотно прилипает. Но вот начало уже, ну, начало реза, уже, как говорится, будет закусь небольшой будет. А вот когда ровная, это как раз самая правильная форма секатора. Вот. Этим секатором моего другого соседа по огороду, тоже дедушки за 70 лет, вот, как и другому соседу дедушки, вот он говорит, что одному из них 40 примерно лет, а другому 25, где-то 20. Ну, то есть очень древние, еще советских времен, оба, по крайней мере. Вот.
Ну и два такие, тоже простые. Ну и тоже, и недавно, ну как недавно куплен. Вот этот мне с извилинами был подарен секатор. Так, резкость. Был подарен в качестве бонуса, когда я электрокультиватор покупал. Вот. И похожий, где-то я за 150 рублей купил в Туле. Вот. Здесь вот такая, как бы прорезиненная, такая плотная, но тоже не скользит. Не совсем простой такой пластмасс. Больше на прорезиненное похоже. Вот. Вот я им резал уже 2 года, режу без проблем. Крепкий. Вот. Ну и теперь нужно показать, как определить, по крайней мере, самый простой способ. Как определить, насколько плохой, хороший. По крайней мере, однозначно я покажу, как можно определить плохой плосковес у секатора. Значит, смотрите, показываю. Хотя, в принципе, можно и поближе подъехать. Наоборот, так. Это будет лучше. Так. Надеюсь, видно. Итак, ну я думаю, в магазине этого вряд ли дадут сделать. Так, с другой стороны, чтобы свет был виден. По крайней мере, посмотрите, не сильно ну, сначала покажу, что. Так, попробую поближе. Так, где у нас резкость? Угу. Надеюсь, видно, что ножи плотно прилегают. Исходный как бы положить. А теперь такое небольшое надавливание. Вот. А теперь покажу, что ближе. Что произошло с секатором. Так. Надеюсь, видно. Видите? Ножи как разошлись. Смотрите, какие ручки кривые, видите? То есть от небольшого нажатия уже секатор кирдык. Вот нормальный секатор, сталь нормальная есть, а он так, вы ее не согнете, даже при довольно-таки сильном усилии. А это вот, ну вот я наглядно попробую показать. Ну, вот так. Смотрите. Видите? Элементарно. Естественно, и сталь такая же слабая будет при резке. Это просто вот так вот взять и далеко запустить. Ну вот. А теперь покажу я кусание. Ну, начну вот с такого. Какого кусают трубы полипропилена. Ну вот здесь вот где-то 25. Для мужика, ну, все-таки какое-то усилие нужно прилагать. Но вот откусить не хватает уже силенок. А сломаться не ломается, но тяжело. Попробую еще посильнее через ногу надавить. Ну, конечно, когда я делаю,
будете кусать, такое вы упора не получите. Поэтому ну, тяжеловато. Прокусил я, покажу. Будет, нет. Ветер еще камеру закрывает. Сейчас весна, дует хорошенечко. Вот, я не знаю, видно нет. Ну, по крайней мере, вот так. Вот. Ну, а теперь вот где потоньше, где-то миллиметров 15. Одной рукой не получится. Двумя руками готово. Это 15 миллиметров. Срез ровный, очень даже. Но рукояточки, конечно, короткие. Если их нарастить, ну, те же самые обточить и поставить полипропиленовые трубы, то можно будет кусать ей даже 25 миллиметров. Дальше. Ну, такой вот обычный секатор, как и советские, ну, то есть, хоть он и нынешний, российский, может и китайский, ну, довольно-таки крепкий. Ну, давайте вот попробуем те же самые 15 миллиметров. Одной рукой не хватает у меня сил откусить, а двумя руками тоже нет, только вот с таким вот макаром. Не видно было, ну, вот еще раз. То есть придется вот так вот кромсать. Соответственно, кожура ломается. Для более тонких вариантов этот секатор очень даже подходит. Вот. А теперь покажу кроповым механизмом. Ну, это такие ветки, для него это баловство. Тут даже вообще никакого усилия. Здесь примерно 15 миллиметров. Вот. Готово. Срез, конечно, хуже, чем от трубореза. Почему? Потому что здесь вот надкусывает, кожурка повреждается. Вот с этой стороны, если видно. Вот. Ну, теперь давайте посмотрим. Здесь где-то, наверное, 18 миллиметров. Одной рукой. Дальше уже одной рукой не справляется. Двумя руками, пожалуйста. Так, это было где-то 18 миллиметров. Вот, попробую здесь вот. Здесь уже где-то 22, наверное, 23 миллиметра. Вот. Попробую им. Так, двумя руками уже никак. Попробую немножко сдвинуть. И снова. Вот 22, где-то 23 уже не берет. Уже не хватает у меня силы. Ну вот. Так. Сейчас еще отрежу где-то миллиметров 20, подлечу.
Вот 20 миллиметров кусок. Одной рукой всего же не хватает у меня силы. Ну, я, конечно, не водитель, который руки мощные. Так, обычный. Ну вот, так. Ну вот, по крайней мере, с 20-кой, с 20 миллиметрами справляется. Вот чуть-чуть тут потолще есть кусочек. 21-22. Ну все уже не получается. Усилий не хватает. Ну, в смысле мощи. Так что вот, ну, по крайней мере, все равно даже 20-ку откусить, это для секатора довольно-таки приличный показатель. Но, по крайней мере, он берет гораздо легче, чем другие секаторы, не храповые. Поэтому имейте в виду, что есть вот такие вот с храповым секатором, с храповым механизмом секаторы, которые позволяют делать операции более легче для руки. Ну а для женщин это вообще милое дело. Не у каждой женщины есть мужик в семье. Вот вроде все. Всем удачи, пока.